Привет, мои дорогие подписчики, мои дорогие друзья. Сколько же мы с вами не виделись? Наверное, где-то больше полугода я не выпускала никакие видео. Последнее видео было то ли весной, то ли летом. А сейчас, как вы можете заметить, вокруг меня уже зима. И, наверное, в этом видео я хочу вам рассказать, что со мной происходило за эти полгода. Вкратце расскажу вам мою историю. Вот в таком красивом лесу мы гуляем. Сейчас просто неимоверно скользко, потому что на днях прошел дождь, а потом опять вернулись морозы, и все покрылось коркой льда. Ходить просто нереально, скользят все, даже собаки. Вальтеру пришлось купить вот такие сапожки, потому что у него трескаются пятки. И он не может ходить ни по льду, ни по снегу, не больно. А в этих сапожках он чувствует себя более-менее защищенным и ходит вполне уверенно. Итак, давайте начнем с самого начала. Что же со мной происходило все это время? Где я была? Что я делала? Первое, что я бы вам хотела рассказать, наверное, вы уже поняли, что я нахожусь не в Украине, по моему пейзажу вокруг. Я сейчас нахожусь в Москве. Мне пришлось выехать из Украины, из Киева, для того, чтобы, во-первых, оформить себе документы, а во-вторых, повидаться с родными, потому что мы уже очень давно не виделись. И об этом обязательно будет видео. Так, Афинка прибежала. Об этом обязательно будет видео. Я все сняла в подробностях. Обязательно смонтирую вам и все покажу про свою дорогу, как я пересекала границы, сколько времени это у меня заняло. И вообще, что там творилось в этой поездке, как это все было. Также вообще у меня накопилось очень много материала, который я не выкладываю по причине того, что сейчас просто нету никакого вдохновения ничего монтировать. Вы сами понимаете, какая ситуация творится. В Украине продолжается война уже практически год. А я сейчас нахожусь в Москве по своим обстоятельствам. И все это не способствует абсолютно никакому творчеству. Моральное состояние мое не очень. Ну, а теперь давайте расскажу, чем я занималась. Последние полгода. Во-первых, я ездила к себе на дачу, которая находится у меня в Рязанской области. Там у меня прекрасный маленький домик с печкой. И мы там с мамой провели ее отпуск. Гуляли с собаками, купались в реке, и, конечно, это было все очень приятно и позитивно. И это было настолько нужно и мне, и ей, потому что невероятный стресс последние несколько лет нас просто преследует. Это очень-очень сложные 2 года для нас. Во-первых, пандемия, которая унесла жизнь моего отца, а потом началась война, которая вообще перевернула все наши жизни. И теперь мы находимся просто в подвешенном состоянии. Но в этом видео совершенно не хочется говорить о войне, потому что, я думаю, вы и так изо всех источников и СМИ сейчас можете
узнать о ситуации в Украине, о том, насколько там все тяжело, насколько ожесточенные бои. Поэтому давайте оставим это за гранью нашего видео, за пределами нашего видео. И просто поговорим о чем-то позитивном. Во-первых, я бы хотела сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку. Некоторые до сих пор мне пишут под видео, где я, куда я пропала, все ли со мной в порядке. Спасибо большое, что интересуетесь. Да, со мной более-менее все в порядке, со мной и моей семьей. Ну, помимо поездки такой чудесный, такой нужный на дачу, на природу, я еще 2 раза переболела какой-то фигней. Здесь просто в Москве рассадник всяких бацилл. Очевидно, проехавшись пару раз в метро, я что-то подцепила и заболела сначала 1 раз, провалялась. Потом через неделю буквально заболела 2 раз. И сейчас мое самочувствие так себе. Какая-то просто вселенская усталость и апатия. Мы вышли на лед. Вот такой вот здесь каток. Смотрите. Хоть коньки одевай, реально. Да здесь, похоже, кто-то и катался на коньках. Такое чудесное озеро, оно полностью гладкое. Абсолютно гладкий лед. Реально, просто какой-то лесной каток. Еще один аспект, который тоже влияет сильно на эмоциональное состояние, это то, что я больше не могу посещать свою любимую Чернобыльскую зону. И моя жизнь на протяжении последних 10 лет была очень тесно связана с ней. И мои походы в Чернобыльскую зону были для меня как какой-то отдушины. Там я заряжалась морально и физически и просто получала неимоверный заряд энергии оттуда. Потому что зона — это действительно место силы. И сейчас мы все, кто был связан так или иначе с Чернобылем, мы все просто этого лишились. Потому что сейчас, кроме военных и очень ограниченного количества людей, больше никто попасть туда не может. Ну, будем как-то учиться жить без этого. Не будем поддаваться депрессии. Я вот, например, нахожу некую отдушину в прогулках с собаками со своими. Сейчас у меня, вы могли заметить, добавились еще парочка. Это мамины собачки. 2 рыженьких. Вот они. Нельсон. Это Роник. Вот так вот мы прогуливаемся. Конечно, я бы очень хотела спросить у вас, как ваши дела. Пишите мне в комментариях. Мне будет с удовольствием очень приятно с вами пообщаться там. Пишите, как ваше моральное и физическое состояние духа, так скажем. Как вы боретесь с такой зимней усталостью. Так вот, как итог всех вот этих моих злоключений, 2 ужасно сложных лет, войны, болезней, вот этих постоянных стрессов, смерти родственников, смерти друзей. Все это накладывает свой отпечаток на мое физическое состояние. Понятно, что моральное состояние у меня уже давным-давно не очень с началом войны. А сейчас стало страдать и здоровье. Я заметила, что у меня совершенно нету сил, не хочется вставать с кровати по утрам, хочется спать постоянно. И я бы хотела у вас спросить, как вы, друзья, боретесь с такими состояниями? Где вы находите энергию, чтобы жить? Потому что мне кажется, что сейчас моя жизнь просто замерла. Я не чувствую ее течения, я не чувствую, что я жива. Как-то так. Мне не хотелось, конечно, жаловаться в этом видео, но вот так, как есть, так есть. Говорю вам всю правду, то, что на душе. И, естественно, я буду очень рада, если вы в комментариях поделитесь со мной какими-нибудь способами, как себя можно взбодрить, как себя можно привести в порядок, в тонус, чтобы заново начать, встать на ноги, накопить какую-то энергию, ведь нам
нужно жить, жизнь-то продолжается. Нельзя же постоянно быть в таких упаднических настроениях. Так что пишите, пожалуйста, как и какими способами вы боретесь вот с такой вот фигней. А я вам в этом видео покажу, какой решила способ испробовать сама. Ну, как вы уже, наверное, догадались, мои дорогие друзья, по названию видео и по обложке, придумала я ледяные ванны принимать. Сейчас немножечко расчистим нашу прорубь и буду пробовать купаться. Дорогие мои друзья, мои подписчики, огромное спасибо хочу вам сказать, что вы все это время находитесь со мной. Как-то в комментариях поддерживаете меня, интересуетесь моей жизнью. Мне это все очень приятно. И я вам от всей души желаю хорошего настроения, крепкого здоровья и, самое главное, мирного неба над головой. Все, до скорых встреч. Надеюсь, не буду пропадать надолго. Всем пока!